Распахнутое окно, свежий легкий ветерок, проникающий в квартиру, и теплое осеннее солнце, окутывающее уютные уголки. Все это приносит Лидии Петровне особенное чувство умиротворения. Она с удовольствием вдыхает аромат свежести и наслаждается красотой осеннего утра. Эта квартира, где она провела большую часть своей жизни, теперь кажется ей источником бесконечных воспоминаний о ее единственном сыне Сергее. Каждый уголок, каждая комната хранит следы его детства, его смеха и радостных игр. Лидия Петровна вспоминает, как маленький Сережа бегал по квартире, и эти воспоминания согревают ее сердце. Лидия Петровна посвятила всю свою жизнь сыну. Она работала не покладая рук, отказывая себе в многом, лишь бы обеспечить Сергею все необходимые условия для счастья и комфорта. В ее глазах он был самым ценным сокровищем, и она делала все возможное, чтобы он не знал нужды. С течением времени Сергей вырос, поступил в институт, а затем уехал в другой город, чтобы работать. Вначале он часто приезжал к ней на выходные, звонки радовали ее каждую неделю. Но со временем визиты стали все реже, и ее телефонные разговоры с сыном стали менее частыми. Лидия Петровна старалась не замечать, как ее сын отдаляется, и оправдывала его занятость, находя утешение в своих воспоминаниях и понимании того, что он живет своей жизнью. Каждое утро, когда она открывает окно и вдыхает свежий воздух, Лидия Петровна ощущает особую связь с этим домом и теми дорогими воспоминаниями, которые он хранит. Лидия Петровна уже собиралась выходить из дома, когда ее остановил телефонный звонок. Это был ее единственный сын, Сергей. Его голос звучал напряженно. «Мама, я хотел бы поговорить с тобой о квартире». Дело в том, что… Сергей замялся, и Лидия Петровна почувствовала, что что-то не так. Она знала своего сына, и его нерешительность предвещала неприятные новости. «Сынок, говори прямо. Я все выслушаю». Сергей вздохнул и продолжил. «Мама, я думаю, нам нужно продать эту большую квартиру. Она тебе не нужна, да и содержать ее дорого. Мы могли бы купить тебе что-то поменьше, поуютнее». Лидия Петровна почувствовала, как у нее жалось сердце. Эта квартира была для нее не просто жильем, а частью ее жизни, ее воспоминаний. «Сергей, я не готова расставаться с этой квартирой. Здесь все мое». Сын стал настаивать, приводить аргументы о том, что ей будет проще жить в меньшей квартире и что она станет более мобильной. Но Лидия Петровна оставалась непреклонной. Между ними завязался долгий и трудный разговор. Сергей обижался на то, что мать не хочет идти ему навстречу. Он обвинял ее в эгоизме и нежелании облегчить ему жизнь. Лидия Петровна чувствовала себя виноватой, но отступать не собиралась. В это время в их жизни появилась Аня, молодая сирота, которая сняла комнату у соседей. Аня оказалась доброй и отзывчивой. Она часто помогала Лидии Петровне по хозяйству, приносила продукты и разговаривала с ней. Сергей же относился к ней с подозрением, считая, что она хочет отнять у него материнское наследство. Он постоянно настраивал мать против Ани, рассказывая ей выдуманные истории о ее нечестности. Но Лидия Петровна чувствовала, что эта девочка не такая, и у нее доброе сердце. Однажды, когда Сергей пришел к матери поговорить о продаже квартиры, он снова начал говорить гадости об Ане,
Лидия Петровна не выдержала. «Сергей, ты совсем забыл, что такое благодарность. Аня помогает мне, а ты только и делаешь, что ищешь в ней недостатки». Сын обиделся и ушел, хлопнув дверью. Лидия Петровна осталась одна, и слезы сами потекли у нее по щекам. Ей было больно от того, что собственный сын причиняет ей такую боль. Лидия Петровна долго раздумывала, прежде чем принять решение. Продажа квартиры казалась ей последним шагом, который она могла сделать, чтобы сделать счастливым сына. Расставаться с домом, в котором прошло столько лет, было трудно, но она старалась не думать об этом. После долгих раздумий Лидия Петровна согласилась на предложение Сергея. Квартира была продана, а она переехала в небольшую дачу на окраине города. Это место было уютным, но Лидия Петровна все время ощущала нехватку пространства, к которому привыкла. Дача была далеко от друзей и знакомых, и ей пришлось заново начинать жизнь в одиночестве. Аня, которая продолжала поддерживать связь с Лидией Петровной, регулярно приезжала к ней на выходные. Она помогала по хозяйству и поддерживала разговоры. Постепенно Аня стала не только другом, но и опорой для Лидии Петровны. Она заметила, что та стала выглядеть намного старше и усталой, а ее настроение ухудшилось. Аня беспокоилась, что переезд и стресс негативно сказались на здоровье Лидии Петровны. Однажды, увидев, что Лидия Петровна часто жалуется на головные боли, боли в сердце и слабость, Аня настояла на медицинском обследовании. Оказалось, что у Лидии Петровны начались проблемы с сердцем, вызванные стрессом и переездом. Аня, не раздумывая, приняла решение переехать к Лидии Петровне, переехала на дачу, чтобы заботиться о ней круглосуточно. Она следила за ее лечением, делала все возможное, чтобы сделать ее жизнь более комфортной, и поддерживала ее морально. Аня относилась к Лидии Петровне как к родной матери, проявляя заботу и внимание. Сергей, купив новую квартиру, продолжал жить своей жизнью, не осознавая, какой эффект от продажи квартиры был оказан на мать. Аня, не раздумывая, приняла решение переехать к Лидии Петровне, переехала на дачу, чтобы заботиться о ней круглосуточно. Она следила за ее лечением, делала все возможное, чтобы сделать ее жизнь более комфортной, и поддерживала ее морально. Аня относилась к Лидии Петровне как к родной матери, проявляя заботу и внимание. Сергей, купив новую квартиру, продолжал жить своей жизнью, не осознавая, какой эффект от продажи квартиры был оказан на мать. Он был погружен в свои дела и редко навещал Лидию Петровну. Однажды Сергей приехал на дачу, чтобы забрать кое-какие оставшиеся вещи. Когда он увидел состояние матери, его сердце сжалось от горечи. Он увидел, как Лидия Петровна изменилась, как она стала более хрупкой и больной. Ему стало стыдно за свое поведение и требования, которые заставили ее расстаться с домом, который был для нее дорог. Подойдя к матери, Сергей увидел ее усталое лицо и, не сдерживая слез, сказал: «Мама, я ошибался. Я не понимал, как сильно я мог тебя ранить. Прости меня». Лидия Петровна посмотрела на него с теплом и пониманием. «Я всегда любила тебя», — ответила она. «Я не злюсь на тебя. Ты моя жизнь, но я рада видеть твое искреннее раскаяние. Мы все совершаем ошибки, главное — на них учиться». Сергей, осознав все свои ошибки, принял решение исправить ситуацию. Он продал свою новую квартиру,
и, собрав все средства, выкупил старую квартиру своей матери. Когда Лидия Петровна снова вернулась в родной дом, ее сердце наполнилось радостью. Аня осталась с Лидией Петровной, продолжая заботиться о ней и поддерживать ее. Сергей теперь относился к Ане как к младшей сестричке, благодарил ее за все, что она сделала для его матери, и ценил ее доброту и самоотверженность. Сергей и Лидия Петровна смогли восстановить свою связь, а дом снова наполнился теплом и любовью. Аня, как и прежде, оставалась верной опорой для Лидии Петровны, а Сергей стал часто навещать их. И все вместе они вновь ощутили уют и радость в старом доме, который теперь был местом их новой счастливой жизни.